общий расклад Таро, самая полная информация о нем и о его чувствах к вам. Приветствую всех, друзья. В самом начале этого онлайн-гадания на загаданного мужчину, на любовь, на отношения мы посмотрим с вами ситуацию и по традиции разберем, как карты Таро видят то, что происходит между вами на здесь и сейчас, чтобы вы могли понимать, кто пришел на расклад и ваше ли это онлайн-гадание сегодня. Ну, смотрите, либо вы переживаете сейчас предательство и либо это предательство, либо ставки настолько высоки, что вы рискуете потерять как будто бы все связи. Ну, знаете, как женщина здесь пытается управлять самым ценным, самым драгоценным, то, что у нее есть. Тем, что она сейчас может управлять, вот что у нее есть, она пытается сохранить, несмотря на то, что вроде бы как ощущение, что уже есть проигрыш. Или мужчина как будто бы, знаете, пытается отнять у женщины самое ценное. Вот такая ситуация. Ну, не самая легкая ситуация. На самом деле идет борьба за власть, за управление ценностями. Может быть что угодно. Семья, дети, недвижимость, будущее. И, знаете, один по отношению к другому ведет себя непредсказуемо, коварно. Вот такое вот сложная очень ситуация. Поэтому настраивайтесь. Может быть расклад именно на сложную конфликтную ситуацию, которая будет либо усугубляться, либо наоборот как-то женщина будет, цепляясь за это, выруливать из этой ситуации, да. Ну, как минимум, потеря доверия одного из партнеров. Скорее всего, мужчина здесь как-то себя повел, по мнению женщины, неконтролируемо и, ну, не то чтобы вышел из-под контроля, а, знаете, ну, как минимум потерял доверие. Давайте еще посмотрим такой вопрос сразу же отсюда. Причины, почему пятерка мечей, почему не получается достичь желаемого в отношениях, да, и что стало причиной вот этой, мне кажется, зрады, да. Да, вообще тут... Ну, и вам по судьбе пережить вот колесо фортуны, да, это судьбоносное испытание вашего союза. И сейчас это выглядит как конец. Почему? Потому что дьявол 15, дьявол прямо управляет этой ситуацией. Ну, с одной стороны, здесь огонь. И инициатива, скорее всего, мужчины. Мужчина поддался дьяволу и как будто бы или все разрушил, или хочет прекратить, или дьявол контролирует его разум. Видите, здесь все по мечам идет. Но причина какая? Вот знаете, как у каждой судьбы есть свое испытание. И у судьбы или в судьбе ваших отношений это испытание, оно, ну, колесо фортуны, суждено его вам пройти и пережить, да, вот так. Хорошо. Сразу отсюда хочу еще уточнение такое для себя, для вас. Вот эта вот попытка управлять мужчиной у женщины. Сразу, чтобы, да, чтобы обозначить, стоит ли управлять этой ситуацией, насколько у этой женщины, ну, это, скорее всего, вы, да, здесь, скорее всего, но это здесь больше жена, больше человек, который имеет какое-то влияние, да, в этой ситуации. Вот насколько
Вы вроде бы как держите это рулевое колесо, да, вот насколько вам действительно, насколько вы его держите, да, вот насколько все под контролем, чтобы понимать, в каком ключе дальше читать карты. Давайте вот так отсюда оттолкнемся. Да, вы ничем не управляете, здесь 13-й аркан. Вам кажется, что вы управляете, а на самом деле вряд ли вы чем управляете. Ну, может быть, вы еще управляете финансовым потоком как-то, да, вот, как-то, да. Ну, давайте посмотрим сейчас, управляете ли вы. Ну, вы управляете еще пока финансовым каналом, деньгами, может быть, где-то работу имеете, может быть, мужчина как-то финансово может поддерживает. Но смотрите, тут какая тенденция. Тут 7 пентаклей, а вы теряете этот контроль. Поэтому, да, вам сейчас может казаться, что вы контролируете это все, весь этот процесс. Но на самом деле вы уже этот процесс все меньше и меньше контролируете. Да, вот если у вас, как раньше, по вашему желанию, яблоки падали в небо, да, вверх летели, то, ну, вы получали больше, то сейчас они будет период, когда они будут зависать, а потом они пойдут вниз. То есть теряете контроль медленно, но уверенно. Окей, давайте посмотрим. Сразу перспективу финансового канала в этих отношениях проверим. То есть для тех, кто, например, рассчитывает какую-то выгоду из этих отношений материально. А я вам так скажу. Для женщины здесь ситуация с финансами будет ухудшаться, к сожалению. Она будет идти в тупик, а мужчина будет брать под контроль финансы, свою инициативу. И он вроде бы будет как бы из лучших побуждений это все делать. Но женщина, к сожалению, здесь рискует быть очень сильно ограничена, максимально ограничена в материальном финансовом канале. Вот такая вот фабула. И, ну, как бы даже если вы чувствуете, что вы теряете какую-то выгоду, не обязательно деньги, может быть, это отношения с детьми, которые уже есть. Может быть, это перспективные дети, да, то есть семья и так далее. То есть женщина здесь в браке, она теряет, смотрите, 2 и 9, 11 опять получается, как бы, ну, в браке идет тупик, или в союзе идет тупик, то есть материальный мир, он как бы сжимается, да, здесь энергии сжимаются и, ну, не сжимаются, а иссякают медленно. Давайте разбираться немножко о мужчине. Немножко об этом мужчине. Мужчина здесь больше, конечно же, огненный. Почему? Даже и женщина может быть и огненная здесь. Но больше женщина не только огненная, но и земельная. А вот мужчина больше огненный. И женщина либо пытается контролировать этого мужчину, а мужчина пытается выйти из-под контроля, да? Ну или хочет быть сам собой. Ну, либо женщина как бы упирается в материальный канал. Или комбинация, да, материальный канал, контроль, да, вот так. Окей, давайте тогда разбираться все-таки. Да, его внутреннее состояние посмотрим. Вот он в энергиях, в каких он находится. Все-таки я вижу здесь мужчину в энергиях. Давайте разбираться, в каких энергиях он находится сейчас. Ну, он очень переживает, во-первых. Вот, энергии у него неконтролируемые, и он как бы он понимает, что он как бы попал в какую-то очень сложную ситуацию в этих отношениях, да, и его напрягает ваш контроль, его очень напрягает, он сам не в себе, он пытается выйти из этой ситуации, он не осознает, что он делает, он пытается понять, пытается разобраться в этой ситуации, но ощущает, что он как будто бы зависим. Вы знаете, у меня такое напряжение как бы это получается здесь, как будто он пытается вырваться,
на свободу, освободиться от чего-то, да, осуществить какую-то мечту, ну или свою цель, но в вашем, видя, ну, что вы контролируете, да, эту цель, эту мечту, свою какую-то идею, он понимает, что он зависит от этого, то есть он себя чувствует несвободно, и он, получается, его внутреннее состояние сейчас это повышенная тревожность в связи с тем, что его очень сильно ограничивают. Может быть, этот мужчина зависим от чего-то, но как минимум он зависим от своих чувств, переживаний, немножко неадекватного какого-то эмоционального состояния и понимания, на что он способен. Вот на что он способен. Он понимает, на что он способен, но он понимает, что он очень ограничен в этих способностях. Итак. Давайте еще. Вот смотрите, когда он думает о вас, он понимает, что он просто, знаете, как бы вынужден давать намного больше, чем может в результате. И это его очень злит. Вот он сейчас на вас очень обозлен. Знаете, как будто бы одна половина говорит ему: ты можешь это, а вторая говорит: а как ты это сможешь сделать, как ты себе это представляешь. То есть как бы он, ну, у него, скорее всего, есть что дать вам, да, вот в энергиях, да, своих, там, в материальном. Но по итогу, развивая, да, вот эти побуждения, он оглядывается в прошлое и не видит либо смысла, либо доведен до отчаяния. Это его очень злит. То есть, думая о вас, он злится из-за того, что с одной стороны должен дать или может дать, а с другой стороны это его очень сильно расстраивает. Вот такая интересная парадоксальная ситуация. Можете написать, почему так, если у вас действительно так. Ну а если не так, то смотрим дальше. Давайте немножко в душу туда пойдем, вот как он видит связь вашу. Да, на уровне души, видите, он, вот смотрим, 5 жезлов, рыцарь, и он борется, у него внутреннее противоречие. С одной стороны, он как бы позицию еще не поменял свою, да, вот финансовую как минимум, ну, устойчивость, да, он колеблется очень сильно. И ваша связь на уровне души, это как будто бы борьба, при том, что он, ну, как бы думает о любви в конечном итоге, да, то есть он как будто бы вас любит, вот, и как будто хочет с вами остаться, но очень сильно борется. Видите, 5 идут и все. И как будто бы он колеблется постоянно вот так. Ну, тут и близнец, кстати, и тут близнец. Смотрите, он борется за то, чтобы остаться в этой любви. Вот как-то так идет борьба. Вот она, 5. То есть он на уровне души переживает очень внутреннее противоречие и некую борьбу за вашу любовь. Ну, вот так оно выглядит. Вам может казаться, что это не так. Вам может казаться, что как бы, ну, кроме агрессии вы можете ничего не видеть, да. Ну, потому что, может быть, ваше эмоциональное состояние не позволяет вам этого заметить, да. Но это же мы внутри него смотрим. А внутри него вот она, 6. И это и путь, и чувство, и понимание, и движение, и любовь. Оно вот как бы такой свободный поток. Да, он сейчас может быть приостановлен. Да, борьба может его как бы тормозить, но оно есть. Карты эти есть. Мы можем пока что это подразумевать, да. Давайте глянем, а что он скрывает. Скрывает он деньги.
Скрывает он ресурсы, и смотрите, скрывает он больше всего здесь. Самое большое — это власть над вами, то есть он не хочет терять контроля над вами, но также он не хочет терять контроля над финансовым потоком. То есть он будет скрывать деньги, власть, и еще он может скрывать, куда он направляет свои финансовые ресурсы, да, то есть куда он дает, куда он вложил деньги, как он видит распоряжение деньгами. Но мы одно можем четко понимать, что контроля над финансами он не хочет терять. То есть, ну, как минимум, это твое, а это мое, да, либо будет все мое, либо то, что принадлежит тебе, то твое. Ну, как бы, если ты на это действительно как бы, ну, если ты зарабатываешь, если ты достоин этого, да, то есть, ну, вот то, что ты создал, то и твое, да, вот так вот идет. Ну, и, ну, если от него и будет что-то вам идти сейчас или в ближайшее время на материальном уровне, то это не очень так и много, с одной стороны. Почему? Объясняю. Потому что здесь 8 мечей. 8 мечей — это всегда удержание потока, да. Поэтому он как бы будет вас в финансовом состоянии держать так вот. То есть я даю столько, чтобы как бы хватало на самый минимум, чтобы не разорвать связь. Почему? Потому что я боюсь эту связь потерять. Ну, такое идет пока. И это сознательно. То есть он сознательно манипулирует, ну, или пытается управлять своей властью, которая формируется на уровне денег или материального, там, недвижимость, дети, вот такое, да, что от него зависит. Ну, давайте, смотрите, он как будто бы это от себя скрывает, но карты вот все равно сейчас откроют. И да, еще раз, он где-то может и переживать за детей, он может переживать вас потерять, то есть он как бы не сильно хочет усугублять ситуацию, но осознанно держит ее под контролем в таком состоянии, да. Ну, смотрите, он как будто бы заперся в своем каком-то мире. И знаете, вот он, ну, его эго, ему, вот знаете, вот он немножко эго у него, не немножко, а чересчур. Немножко чересчур его эго завышено, да. Такое родилось. Смотрите. 2 жезлов — власть. Император — власть. Цернунас — власть. 7 жезлов — власть. Все по огню идет. Вот он внутри себя скрывает то, что он как бы немножко у него состояние такого, либо корона у него прям, ну, знаете, как зазвезделся человек, да, вот такой звезда, либо просто человек, который, знаете, мое тоже может быть, или я, вот это вот идет. То есть я пока скажу, что он скрывает от себя, что он эгоист, он не хочет это принять, это раз. Скрывает от себя, что он, ну, может быть, где-то диктатор, или человек, который, ну, такой жесткий материалист, который считает, что все, что я создал, все принадлежит мне, я буду иметь над этим власть. И, ну, знаете, есть еще такие люди, которые думают, что они все заберут с собой, ну, туда, куда-то туда. И вот он как бы отгораживается. То есть он чужую позицию, кроме своей, он видеть не хочет, не может, не умеет, может быть, еще. Ну, чересчур он, знаете, чересчур он себя переоценивает сейчас в этом состоянии. И закрывается в этом состоянии. То есть, переоценивая, он не может, как будто бы... Свеча начала коптить, кстати. Чего коптит? Давайте спросим. Вот переоценивая себя, он проигрывает. Почему коптит свеча? Что-то нечистое, может, идет. О, успокоилась. Ну, не будем смотреть. Или будем? Уже ладно, спросил. Давайте смотреть.
Ну, с одной стороны, рыбы, а с другой стороны, тут и телец есть на этой карте. Ну, вообще колода такая, она достаточно разноплановая, да. Ну что тут нечистое? Нечистое может быть в чувствах что-то идет. По рыцарю кубков, ну, могут быть опои. Ладно, не будем сейчас углубляться. Может быть, что-то в чувствах есть и есть нечистое. Выпала эта карта, отложим ее, пусть полежит пока. Может, где-то пойдет на нее поток дальше. Хорошо. Давайте немножечко больше погрузимся, да, вот еще в его чувства. Почему-то мне не хватает от него чувств. Как будто бы он, знаете, за своим эго скрывает чувства, да, давайте вот это вот. Ну, давайте. Раз, два и три. Когда вот смотрит ваше фото, например, или думает о вас, да, или читает ваши сообщения, начинает психовать, потом успокаивается. А знаете, почему успокаивается? Потому что он понимает, что он сильнее вас, и вот эта осознанная сила его, она его успокаивает. И он понимает, что он все контролирует, и ваш союз как бы под полностью его контролем. Но он опять-таки, когда думает о вас и выходит с вами на связь, он злится. Именно агрессия идет. Именно агрессия идет. Но давайте так. А что он тогда, если так вот, он молчит в напряжении, да, и пытается держать какой-то баланс, сдерживает свою вот эту агрессию. Агрессию он сдерживает пока. Он злится, опять-таки, но агрессия у него сдержанная. Она уходит, пока у него выливается во что-то другое. Может быть, в эмоцию, может в вытесненную эмоцию, может в алкоголь, может быть, где-то сбрасывает как-то эту эмоцию негативную. Что уравнение идет, видите? Что не решается сказать? Ну, во-первых, он не решается сказать, что вы не сможете манипулировать им своими чувствами, то есть там плакать, например, или наоборот агрессировать, да, то есть показывая свою слабость или силу, вы управлять таким образом не сможете. Ну а с другой стороны, он хочет вам сказать, что чувствует, что вы к нему остыли. О, как. Смотрите, здесь все-таки паж жезлов, а здесь королева мечей. И здесь чувство. Поэтому, знаете, было горячо, а стало похолоднее. То есть он не решается вам сказать, что чувствует ваше остывание к нему. Ну а здесь и не мудрено, как говорится. После того, как он вот это вот сделал, пятерку мечей, да, и вот эту десятку мечей, где ваш контроль над ситуацией пошатнулся, ну, естественно, вы будете остывать как партнерша, да. Я вам, хотел бы попросить написать, а что же он такого сделал, да, вот как это выглядит, почему вы так начали остывать к нему, если вы начали остывать. Давайте в ночь ему зайдем. Вот какие у него ночные чувства, потому что что-то тут свеча горит, вот это вот какая-то холодная ночная карта. А ну давайте ночью чувства его. А ночью у него вообще у него ночью вообще происходит какая-то как турбулентность, да, где с одной стороны он как будто бы все порвал с вами. Да, разрыв, у него идет разрыв, у него башню сносит, да, вот тройка мечей и дурак, да, башню сносит, а с другой стороны он порвал ваши фото, условно говоря, или разорвал с вами связь, а потом к нему приходит страсть, и ему хочется близости с вами. Но, знаете, я вам так скажу, сейчас этот человек... Главное, чтобы он вам не принес какой-то
физической боли, да, вам лучше, знаете, так вот поддерживать отношения на дистанции, да, вот. Его просто, знаете, как, ну, есть такое понятие плавит пока что, да, дьявол. Здесь дьявол. И, ну, дьявол может быть по-разному. Может быть, это из-за вас, да, вот эта энергетика. Может быть, это энергетика, ну, соперничества, что ли. Ну, вот опять вернемся в чувство, тогда мы нырнули, да, что там за негатив. Но единственное, что если он не пьет опои, да, и может быть там какая-то женщина пытается им управлять, но это нужно уже индивидуально смотреть. Мы все равно погружаемся здесь и сейчас в его чувства, и ночью, вот когда он не спит, его так колбасит, что он сходит с ума. Поэтому я вам скажу, из-за вас он еще и сходит с ума. Но я вас не обвиняю, он-то сходит с ума из-за себя. Да, а зачем он, может быть, сделал то, что он сделал, да, здесь? Ну, как это предательство получается, да? Или он поступил так, но это не обязательно предательство, это я хотел получить все, но все проиграл. Да, то есть он как бы поставил все на карту по 5 мечей, да, там все на красное или все на черное. Ну, по дьяволу он бы все на красное поставил или все на золотое, да. Ну, или поставил все на себя, да. Хорошо. Ну, а больше всего его волнует в ваших отношениях что? Больше всего его волнует в ваших отношениях. Первое. Деньги в центре. То есть контролировать материальный мир, быть хозяином ситуации. Управлять этой ситуацией, управлять деньгами вами. Ну и больше всего его волнует красивая женщина. Одна красивая женщина здесь есть, ну, в этом раскладе. Ну, как бы вот она в этом вопросе. И она, ну, тут больше водолей, конечно, но опять-таки, если вы оцениваете свою красоту, да, на аркан звезду, в чем я не сомневаюсь, скорее всего, это вы. Поэтому и его также еще волнует, не магичите ли вы. Ну и не магичит ли на него вообще, потому что вот этот мотивчик чувств и магия, он здесь сохраняется по рыбкам, да. Может быть, он сам думает, не делали ли мне приворотик, там, да, вот этот вот момент здесь идет. Он прослеживается тоненько, но посмотрим, как он будет дальше развиваться, да. И нужно, ну, просто вот сразу спросить, думает ли он о будущем. Мы-то видим звезду. Вот давайте и спросим, потому что его может волновать будущее. Давайте посмотрим, насколько его волнует будущее с вами, да? Насколько его будущее с вами волнует. Волнует его будущее с вами. Вот оно. Его будущее с вами волнует, но ему важно показывать свое эго, чтобы вы ему подчинялись. Идут принцессы, ну или пажи. Его волнует будущее с вами в таком аспекте, где вы зависите от него, где по сути он там как бы император, да, а вы, ну, такое как дитя. Но даже я вижу, что здесь как бы вроде бы как и женщина контролирует какой-то финансовый, да, момент, но тем не менее это паж, то есть его волнует будущее с вами, где все его и все под его контролем. Не знаю, как вы сможете ну, в этой ситуации скинуть с себя весь контроль. Ну, возможно, ваша психика так устроена, что вы сможете это преодолеть. Возможно. Окей? Поэтому думает ли он о будущем с вами? Да. Но в каком как бы ключе? Где вы, по сути, мало что контролируете. И очень сильно зависите от его чувств к вам, ну и проявляете к нему чувства. Да, вот так. Все-таки он внутри, в центре король пентаклей, да, здесь.
Окей, интересный сегодня такой как бы расклад получается какой-то. Ну, он, знаете, у меня такое ощущение, что вы в этих отношениях как лодочка такая, да, а он рядом, огромный-огромный корабль. И вот он как будто бы там, ну, вы лодочка, а он, ну, фрегат, да, и у вас постоянный шторм. И если вы сблизитесь во время этого шторма, вы ударитесь о фрегат и разобьетесь о него. Вот у меня такой поток. Окей, ну, немножко давайте посмотрим о планах, да, вот планах, действиях. Знаете, не собирается он вас бросать, этот человек. Во-первых, вот что он как бы хочет сделать? Он хочет связи с вами, да? Продолжать вот это вот испытание, в которое вы угодили вместе. И хочет, чтобы и вы думали об этом аналогично. То есть это общение, он хочет поддерживать общение, несмотря на трудности, несмотря на то, что башня вроде бы как все разбито, но к башне добавляется иерофант, ну как будто бы связующий какой-то человек, 21, и получается выход. То есть по сути он хочет предложить вам какой-то выход на, ну, выход из этой ситуации, да, или вариант выхода, где вы, возможно, там, из-за того, что эмоционально к нему привязаны, да, будете пытаться быть вместе, да, все равно. Поэтому он хочет какой-то, вот ищет внутри себя, он очень сильно конфликтует, но ищет и внутри себя какой-то вариант примирения, несмотря ни на что. Видите, все равно эта карта, она играет и темную сторону, и светлую сторону, да. Здесь она как запасная лежит всегда у нас. Как будто бы в запасе у вас есть какой-то рыцарь кубков, шаг проявления чувств. Видите, внизу карту я поднял, да, внизу колоды, как будто бы он хочет вам открыть какую-то перспективу. Ну, давайте посмотрим, вот эта перспектива, какой шаг он, ну, планирует, да, сделать. Но, может быть, где-то откладывает пока что. Планирует, но откладывает. Но он еще не решил или не решился. То он будет пытаться сохранить эти отношения. Он будет пытаться... Вот знаете, он сам еще не уверен. Он еще ничего не планирует. Он, с одной стороны, хочет дать вам шанс, а с другой стороны, отшельник. То есть попытается дать вам шанс, но потом будет уходить в какую-то аскезу, да, и будет делать затяжную паузу в этих отношениях. Поэтому скажу так, что он планирует взять паузу, но ее откладывает и пытается найти тот шанс, чтобы ваши отношения, ну, были вместе, не разорваны, да, то есть на примирение все равно он пытается какие-то сделать варианты, просчитывает, вот как ему будет дешевле, как ему будет выгодней. Человек очень прагматичный такой, знаете, ну, больше такой земной, больше он все равно, больше там к материи, к деньгам, мое. Вот такое, вот индивидуалист какой-то. И он планирует сделать шаг на сближение примирения, чтобы не уйти в еще более глухую как бы аскезу, да, вот так, чтобы не разорвать отношения еще сильнее, да, или не повредить отношениям еще сильнее. Давайте посмотрим, а что его подтолкнет все-таки к действиям, да, каким-то. Подталкивает, на него влияет очень сильно семья и то, что хорошее было между вами. Чувство он к вам имеет. Семья, коллектив. Его подтолкнуть к действиям может только семья и близкие люди. Может быть здесь 13... желание изменить что-то в семье. 13 плюс 8, 22, и начать все заново с чистого листа. То есть, ну, этот человек, кстати, может быть, еще и сожалеет. Почему? Потому что все-таки он что-то осознает по отшельнику, то есть что-то в голове у него есть. Что он осознает сейчас, давайте узнаем, да? Спросим, что он осознает сейчас по поводу, ну, вас двоих.
Ну, вы ему не безразличны. Не безразличны. И он осознает, что и умеет как-то управлять вами или оказывает на вас влияние. Ну и он осознает, что нужно, знаете, как бы переспать с этой мыслью, перезимовать, да, не торопиться все разрушать. То есть он осознает, что ему нужно остыть, успокоить свои эмоции, свой жар внутри себя, да, чтобы, как бы тушить огонь водой, а не бензином, условно говоря, не поддувать масло в огонь. Он осознает, что, немножко, может быть, где-то вас испугал или жестко с вами поступил, да, все-таки 4 осознает, а 3 мечей-то она есть. То есть, как бы наломал он дров, и теперь он может только погася пламя внутри себя и вокруг себя сделать какую-то, как бы зону, где можно будет потом что-то вырастить. Но опять-таки мы же смотрели, вот эта зона, где он выращивает, вот она, да, он вроде бы как, да, он тушит этот огонь, да, или это бедствие, но он осознает, что немножко перегнул, как говорится, осознает, что перегнул, но хочет, знаете, как немножко спустить это на тормозах, как говорится, да, вот так. Давайте посмотрим, а какие тут препятствия могут быть, что ему мешает проявляться к вам. Ну и опять проверим эту магию, соперничество и так далее. А ну 3 карты. Откройте-ка нам, что ему мешает. Ну, во-первых, ответственность. То есть тут надо признать, что он отвечает за то, что он делает. Да, 6 мечей. Куда ты денешься? Есть здесь Луна. Может быть, это скрытая женщина. Может быть, мама. Ну и может быть, скрытая женщина. Но опять-таки, может еще вот здесь как, что он задел вас за живое, как говорится. Луна — это может быть и ваша душа, ваше сердце тоже, это женская часть. А еще такое, что ему мешает, знаете как, если он вам сказал, вот я уйду и не вернусь, естественно, тогда это его солнце, вот это вот эго, которое, мужчина ж сказал, мужчина сделал, я ж на ветер слов не бросаю, вот так вот тут может быть. Поэтому что ему может помешать? Своя мужская позиция, свое эго. Да? Где он сказал, что я отвечаю за свои слова, поэтому... и то, что вы ему, может быть, он опасается, что вы ему не простите этого, да, вот такое вот идет. Здесь вот такая комбинация. Давайте посмотрим его действия вот по судьбе, да, вот какие у него по судьбе действия. Он пока будет отдаляться, это раз, но отдаляться он будет. Вот оно, отдаление. Связь с вами он тоже будет поддерживать, 2 кубков, и работа будет. То есть он упрется в работу, в свои дела, но тем не менее, как бы он ни отдалялся, он будет пытаться что-то сделать, чтобы остаться с вами и на физическом уровне, и на эмоциональном уровне. Он будет пытаться поддерживать с вами связь. Вот по судьбе, да, вот так. И, я не сказал бы, что тут все прям плохо, но тут все будет упираться в первую 5 мечей и в 10. То, как вы сможете преодолевать вот этого дьявола. Давайте посмотрим вам совет. Какой вам совет карты дают? Карты Таро дают вам совет из 3 карт, да, вот так. Вам надо переждать, во-первых, не принимать близко к сердцу. Да, вам надо переждать. Вам надо переждать, 9, отшельник. Вам надо сделать паузу, чтобы попытаться восстановить эти отношения. 19, солнце. После любого дождя будет свет, будет солнце и будет счастье. Карты вам дают какое-то время переждать. Сколько? 4, 5, 9, 19. В краткосрочной перспективе это как минимум месяц желательно, да. Как минимум месяц. Может, до конца осени, потому что сезоны дождей. Может быть, к лету, да. То есть,
от месяца до полугода. Вот почему-то такой поточек идет, да. Хорошо. А возможно ли счастье с этим человеком? Ну, давай эту карту, потом центральную карту. И, ну, так реально ли тут счастье, да? Ну, дает реальность такую возможность. Дает, вот она, видите, королева кубков. Но, знаете, как будто бы что-то должно очень сильно поменяться, да? Страшный суд. Да, счастье. Путь к счастью через какое-то очень серьезное изменение, трансформацию, избавление, переживание. Давайте, что должно поменяться, спросим в перспективе, чтобы вы могли бы быть счастливы, да? Раз, два и три. Да, ну, смотрите, тут все просто. Две тройки, да. Должен уйти треугольник, треугольника должно не быть, не стать. Мужчине желательно, чтобы он больше развивался, больше вкладывался, трансформировался тоже. Но и мужчина должен перестать, видите, слышите, должен. Ну, тут что нужно? Нужно, чтобы не было треугольника, нужно, чтобы мужчина развивался, вкладывался, и нужно, чтобы мужчина не был жлобом или жлобом. Ну, с вашей стороны то же самое, оно аналогично, оно всегда зеркалит, поэтому как бы и к вам желательно, чтобы симметрично было, да, или равносильно, или равновесно. Давайте, а что вы должны извлечь? Что вам нужно извлечь из этой ситуации? Из этой ситуации вам нужно извлечь какие смыслы? Так, императрица. Значит, самооценка ваша нужно, чтобы она пришла в состояние равновесия. Возможно, вы родственные души в этих отношениях. Но нужно находить какие-то компромиссы. Компромисс должен быть у вас. И жрица. Ну, прислушайтесь, присмотритесь, нет ли здесь действительно магии. Ну и прислушайтесь, присмотритесь, какой компромисс может найти ваше женское. Тут очень много женской энергии. Ваше женское начало, ваши чары. Подключайте ваши чары и отключайте чары чужие. Вот идет такой поток. Интересно. Давайте уже всю колоду сегодня, да? У нас остается всего 5 карт. Какие? Ну, давайте. Считает ли он вас императрицей, да? Ваша императрица. Считает ли он вас императрицей? То он-то считает, но он это использует каким-то образом. Вашу красоту, да, вот это вот он использует. Ну, то есть ваше императорское величество, он пользуется этим. Ну, то есть вашим ресурсом и вашей красотой. Что карты скажут по поводу ваших родственных душ? Ну, давай спросим. Да, скорее всего, вы родственные души, но вот как бы трансформация у вас сложная. Что конкретно закрывает вам дороги? Жрицу проверим. Ну, на здесь и сейчас это башня. То есть, если вы как бы сможете выйти из состояния, где ваши отношения полностью разбиты, вот она пятерка, и вот она десятка изначальная, да, я уж карты тут намешал, но я-то помню, да, откуда оно идет. Поэтому, у нас здесь и сейчас башня мешает вам. Но опять-таки это деньги, всегда башня это деньги, и мужская энергия здесь больше как будто бы идет, ломает дрова, то есть сможете ли вы сами отойти от того, что он, так поступил с вами? Давайте 2 карты. Первую спросим вопрос. Вам уйти или остаться? Вот так. Что скажут карты? Да, тут мир. С одной стороны, это уйти, это другая реальность. С другой стороны, тут решать вам. Я скажу так, это карта женская больше все равно. Вот как вы считаете, вот так и напишите. Я решила, да, особенно. Или я решил,
помириться, или я решил отдалиться, чтобы дать шанс миру, или я решил отдалиться, чтобы никогда не возвращаться. Ну и давайте посмотрим последний, будет ли он вас возвращать, раз так. Да, он будет о вас постоянно думать и будет винить себя, винить вас. Ну, разум его постоянно не будет ему давать покоя. И уходящая луна, то есть такое в упаднических настроениях, будет пытаться как-то наладить с вами связь, в постоянных мыслях о вас, напоминая о себе. Готовы ли вы к этому? Тоже можете написать в комментарии, готов ли вы или готова ли я. О том, что он будет постоянно думать о вас, пытаться вас возвратить. Ну и эту связь вы будете, естественно, чувствовать, что жрица здесь уже почти в конце появилась, да, такая вот. Его мысленные связи будут порождать и чувства к нему, и мысли о нем, и ну, какую-то незримую связь по 14-му аркану. Но как бы ни происходило, и что бы ни происходило между вами, все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і почуємось. Па-па.